Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Создатели Kingdom Come Deliverance 2 поведали о своих планах пострелизной поддержки в 2025 году. Весной мы получим ряд мелких бесплатных нововведений а-ля новая стрижка у цирюльника, хардкорный режим и скачки на лошадях. Летом подвезут новую сюжетную линию про безумного художника в DLC Brushes with Death. Осенний аддон Legacy of the Forge позволит Индржиху стать мастером-кузнецом, восстановив кузню Кут-Нагоры, а зимой нас ждут исследования Косницы в Седльце ради предотвращения эпидемии. В дополнение Мистерия Экклезия. А насладиться основной кампанией Kingdom Come Deliverance 2 нам дадут 4 февраля при наличии ПК, PS5 и Xbox Series. AMD сообщила, что новая линейка видеокарт Radeon RX 9000 выйдет в продажу уже в марте. Многих пользователей удивил формат такого объявления. То есть буквально нам просто говорят, мол, так и никакой презентации и раскрытия подробных характеристик. Из мимолетного анонса на CES 2025 стало известно, что по производительности RX 9070 слегка превосходит RX 7800 XT, в то время как RX 9070 XT равна RX 7900 XT. Чего-то более детального до сих пор не разгласили, и цены, кстати, тоже пока называть на новые карточки не хотят. Приключенческий экшен Eternal Strands, разработкой которого руководит бывший творческий руководитель старой Dragon Age, через неделю доберется до релиза, а уже сейчас студия Yellow Brick Games объявила о запуске демки. В ней можно опробовать первые 4 часа игры, весь прогресс можно будет засейвить и перенести в полноценную версию после старта. Сама Eternal Strands стартует 28 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, без русской локализации. И сразу же проект попадет в ПК Game Pass и Game Pass Ultimate. Системные требования чекайте на нашем сайте по ссылке в описании. Если кому-то в последнее время не хватает игровых хорроров, обратите внимание на Dollhouse Behind the Broken Mirror. В ней нам предлагают повыживать среди ужастиков за певицу Элизу де Мур, которая во время одного из своих выступлений внезапно падает в обморок и теряет память. Ей предлагают принять некий экспериментальный препарат, чтобы все вспомнить, и штука, видимо, не слабо дала ей по мозгам. Мы будем исследовать реальный мир и его альтернативу за разбитым зеркалом. Путь приведет нас в родной особняк певицы, в которой затаился неведомый кошмар. Противниками здесь выступают куклы, олицетворяющие травмирующие воспоминания Элизы. Одолеть их можно будет при помощи оружия или стелса. И для разнообразия еще загадок подвезли. Из прочих особенностей зловещий саундтрек, нуар и нелинейная история с несколькими финалами. Dollhouse Behind the Broken Mirror выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 28 марта. Без русской локализации. Атмосферное приключение на колесах с ролевыми элементами Keep Driving обзавелось свежим трейлером и датой выхода. Игроков занесет в начало нулевых. Главный герой покупает свою первую машину и намеревается сгонять на фестиваль, который проходит на другом конце страны. Маршрут мы будем выбирать сами, а дорога будет генериться случайно. В пути происходит всякое, могут и копы стопануть, какие-нибудь валуны перегородят трассу и прочее. Иногда будут встречаться попутчики со своими историями. Можно будет посещать различные места и улучшать свою точилу. Ну и чинить ее еще время от времени придется. Возникающие проблемы предлагают решать через пошаговую боевку. В игре будет несколько концовок, и чтобы открыть их все, придется прокатиться на фестиваль несколько раз. Но правда, каждый заезд отнимает всего 4 часа, поэтому проблем с этим не будет. Keep Driving выйдет в Steam уже 6 февраля. Демка есть, а русского языка нет. Мы в Инфакте уже несколько раз упоминали об играх по вселенной Horizon от сторонних разработчиков, и одной из таких должна была стать полноценная ММО, но что-то пошло не так, и корейская компания NCSoft передумала и разослала всем вовлеченным командам уведомление о прекращении разработки. По слухам, решение было принято еще в конце прошлого года. Потерявшие занятия сотрудники займутся другими задачами, а вот другая, тоже онлайн-игра по Horizon, но уже от авторов оригинальной дилогии, все еще жива.
Activision услышала просьбы игроков и сообщила, что скоро консольные пользователи Call of Duty Black Ops 6 и Warzone получат возможность отключить кроссплей с ПК игроками в ранговых матчах. Пока что эта опция тестируется, но ее планируют ввести в игру уже 28 января, когда стартует второй сезон. А из-за чего весь сыр-бор? Скорее всего, из-за читеров, которые постоянно просачиваются в рейтинговые матчи как раз через ПК. Activision уже успели забанить 136 тысяч аккаунтов нарушителей. Видимо, и улучшенный клиент, и система обнаружения читов, система распознавания несанкционированного доступа и все прочие методы защиты все-таки работают не так хорошо, как рассчитывали разрабы. Авторы Chernobyl 2 Exclusion Zone отчитались, что их кикстартер-компания по сбору средств на разработку уже дает свои плоды. Неравнодушные закидали разработчиков деньгами и обеспечили всем будущим игрокам второго Чернобулита вдобавок к новому арсеналу все оружие из оригинала, включая все дополнительные пушки из DLC. Также в игре появится возможность использовать оружие как от первого, так и от третьего лица, со свободным переключением. А как только копилку добьют до третьего тира, проект добавит больше элементов кастомизации для вооружения, и не косметику, а именно полноценные боевые модули. Все это дело можно будет пощупать уже в этом году, но пока без точных дат. Chernobyl 2 будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. А уже сейчас всем зрителям и читателям Stop Game доступен свежий рефанд от Фена и Яна и текстовое превью уютного кооп-выживача Aloft от нашей Джуби. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!